Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Вилаяти заявил, что Иран в сотрудничестве с Россией или без нее воспрепятствует созданию американского транспортного коридора на Южном Кавказе. По его мнению, проект, известный как так называемый Зангезурский коридор или маршрут Трампа, направлен на расчленение Армении, изменение геополитической карты региона, перенос границ и изоляцию Ирана и России. Вилаяти подчеркнул, что Южный Кавказ – одна из самых чувствительных геополитических точек мира, и за идеей коридора стоит далеко идущий заговор, который поставит под угрозу безопасность всего региона. Он риторически спросил: «Разве Южный Кавказ – это бесхозная территория, чтобы Трамп мог ее сдать в аренду? Этот проход не станет собственностью Трампа, а кладбищем для его наемников». Советник назвал идею сдачи коридора в аренду другой стране наивной и невозможной, сравнив ее с попыткой арендовать Панамский канал, и добавил с иронией: «Трамп, видимо, возомнил себя агентом по продаже недвижимости и теперь хочет арендовать целые территории». Вилаяти также отметил, что поддерживаемый США коридор на Кавказе уже встречает жесткое сопротивление армянского народа. Ни одна нация не согласится на расчленение своей земли, даже если ее правительство занимает нестабильную позицию. Он напомнил, что во время недавнего визита в Иран премьер-министр Армении выразил согласие с позицией Тегерана и выступил против строительства коридора. Советник подчеркнул, что Иран намерен действовать в интересах региона, с Россией или без нее, и уверен, что Москва по стратегическим причинам также против этого плана. Он напомнил, что начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери уже демонстрировал готовность пресечь подобные действия, проводя военные учения на северо-западе страны. Таким образом, Тегеран рассматривает создание американского коридора на Южном Кавказе как серьезную угрозу региональной безопасности и намерен всеми силами этому противодействовать. В ответ на эти заявления известный армянский политик Владимир Погосян задал риторический вопрос: кто мешал Ирану в 2020 году встать на нашу сторону, как Турция встала на сторону Азербайджана? В свою очередь, Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран заявило, что внимательно отслеживает текущие события в регионе Южного Кавказа и поддерживает постоянный контакт с обеими соседними странами – Азербайджаном и Арменией, по вопросам, связанным с этим процессом. Иран признает, что мир и стабильность в Кавказском регионе выгодны для всех стран, расположенных в этом районе. Исламская Республика Иран приветствует окончательное согласование текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, рассматривая это как важный шаг на пути к достижению устойчивого мира в регионе. Вместе с тем, Иран выражает обеспокоенность возможными негативными последствиями любого внешнего вмешательства, особенно вблизи общих границ, которое может подорвать безопасность и стабильность в регионе. Исламская Республика Иран подчеркивает необходимость принятия всех политических, юридических и экономических мер для защиты своих национальных прав и интересов. В то же время страна уверена, что создание транспортных коридоров и снятие блокад в коммуникационных сетях будут способствовать стабильности, безопасности и экономическому развитию народов региона лишь в случае, если эти процессы основаны на взаимных интересах, уважении национального суверенитета и территориальной целостности стран региона, а также происходят без внешнего вмешательства. Иран готов продолжать конструктивное сотрудничество с обеими странами – Азербайджаном и Арменией, на основе взаимных интересов, направленное на сохранение мира, стабильности и экономического развития региона через двусторонние и региональные форматы сотрудничества, включая механизм 3+3. Отметим, что официальный канал иранского КСИР заявил, что американские силы должны быть размещены в Армении в течение ближайших 48 часов. Помимо этого, из иранских инсайдерских источников поступает информация о том, что Армения планирует выйти из Организации договора о коллективной безопасности к началу 2026 года. При этом, на недавней встрече в Белом доме, по некоторым инсайдерским данным, США негласно пообещали Армении и Азербайджану членство в НАТО. А доступ Альянса к Каспийскому морю планируется обеспечить через Зангезурский коридор.
Полагать, что Иран не был осведомлен о содержании подписанного вчера меморандума задолго до его официального оформления, значит проявлять либо наивность, либо сознательно игнорировать политическую реальность. С высокой долей вероятности Тегеран не только знал все детали документа, но и через дипломатические каналы предлагал свои корректировки сторонам, а также негласно дал согласие на подписание соглашения. В ближайшее время ожидается косвенное подтверждение этой гипотезы. По нашей инсайдерской информации, Армения и Иран готовятся подписать стратегическое соглашение. Если президент Ирана Масуд Пезешкиан отменит свой запланированный визит в Ереван, это будет сигналом того, что положения меморандума воспринимаются Тегераном как потенциальная угроза его национальным интересам. Если же визит состоится, можно будет предположить, что Иран не видит серьезных рисков и готов участвовать в процессе региональной перестройки. На этом фоне глава национальной безопасности Армении заявил, что никакой коридорной логики в отношении так называемой «дороги Трампа» быть не может, поскольку в трехсторонней декларации четко указано, что снятие блокады в регионе будет происходить на основе суверенитета, юрисдикции, территориальной целостности государств, а также принципа взаимности. Подобную оценку дал секретарь Совета Безопасности Республики Армения Армен Григорян, комментируя итоги встречи лидеров Армении, США и Азербайджана в Вашингтоне. Это исключает любое снятие блокады по логике коридора. Снятие блокады произойдет именно на вышеуказанных принципах, поэтому считаю, что вопрос о коридорах просто не может возникнуть. Разблокировка региона исходит из интересов всех стран региона, и здесь не может быть иного мнения. При этом хочу отметить, что снятие блокады происходит в рамках политических заявлений, неоднократно сделанных Арменией в прошлом, подчеркнул Григорян. Он также напомнил, что Армения заявляла о своей готовности к снятию блокады в течение последних 4-5 лет, и, следовательно, Иран также был осведомлен о позиции Армении по этому вопросу. Поскольку ранее Иран заявлял, что поддерживает снятие блокады в рамках позиции Армении, предполагаю, что он будет заинтересован и поддержит этот процесс. Ведь снятие блокады в регионе в целом отвечает и национальным интересам Ирана, добавил секретарь Совета Безопасности Республики Армения. Важно отметить, что со стороны некоторых экспертов отмечается, что подписанный мирный договор между Арменией и Азербайджаном имеет гораздо более глубокие геополитические мотивы, чем просто урегулирование регионального конфликта. Одной из ключевых целей этого соглашения является создание условий для блокировки Ирана через так называемый Зангезурский коридор. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Вилаяти уже прямо заявил, что Тегеран не допустит реализации этого проекта, который направлен на изоляцию Ирана в регионе. Хотя вероятность прямой военной операции Ирана против американских сил на армянской территории минимальна, нельзя исключать попыток Тегерана дестабилизировать режим в Азербайджане, который выступает в данном сценарии одним из главных игроков, поддерживаемых США. Таким образом, американское присутствие на границе в районе Мегри приобретает критическую важность не столько из-за неспособности армянских сил безопасности выполнять свои функции, сколько как инструмент стратегического сдерживания влияния Ирана. В этом контексте поддержка мирных соглашений между Арменией и Азербайджаном представляется рациональной с геополитической точки зрения. Режим аятолл в Иране, дестабилизирующий широкий регион Ближнего Востока, очевидно находится под давлением и рано или поздно будет вытеснен из региональной политики. Стоит вспомнить события 12-дневной войны между Ираном и Израилем, когда многие армяне выражали солидарность с Ираном, считая его братским народом и союзником, особенно в условиях блокады Армении. Однако реальность показала, что такая близость была скорее иллюзией, и сегодня многие понимают неизбежность изменения стратегических альянсов. Нынешний мирный договор, подписанный в Вашингтоне, нацелен не только на разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном, но и на выдавливание Ирана и России из Южного Кавказа. В этой борьбе каждая сторона пытается максимально защитить и усилить свои позиции. Азербайджан получил важные геополитические преференции, включая коридор в Нахичевань и снятие эмбарго на поставки вооружений.
Армения, в свою очередь, получила формальные гарантии уважения территориальной целостности, несмотря на продолжающуюся оккупацию около 300 квадратных километров ее земель и удержание десятков заложников в бакинских тюрьмах. Таким образом, нынешняя ситуация представляет собой сложный баланс интересов и компромиссов, где каждая сторона вынуждена учитывать влияние глобальных игроков и внутренние реалии. Мирный процесс в регионе будет напрямую зависеть от того, насколько эти условия будут соблюдаться и насколько успешно стороны смогут противостоять внешним вызовам прежде всего со стороны Ирана. Параллельно, война в Украине оказалась серьезной ловушкой для России, существенно истощившей ее ресурсы и тем самым подготовившей почву для ослабления российского влияния в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Осознав свое положение, Москва пошла на уступки турецкому блоку, рассчитывая достичь компромиссного и стабильного решения в регионе. Однако события последних лет, особенно падение Арцаха в 2023 году, показали, что эти ожидания были напрасны. Это событие стало символическим закрытием эпохи доминирования России на Южном Кавказе. Сегодня Россия вынуждена констатировать, что Кавказ полностью входит в орбиту западного влияния, а ее политика по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном утратила прежнюю силу на фоне отвлеченности Москвы войной в Украине и накоплением внутренних проблем, связанных с НАТО и США. Недавнее обострение отношений между Азербайджаном и Россией подтверждает недовольство Москвы ходом событий, однако ее возможности влиять на ситуацию крайне ограничены из-за внутренних вызовов. Что касается Ирана, ситуация складывается еще более сложная и неоднозначная. Тегеран, несмотря на свое стратегическое положение, не выработал конструктивного и позитивного плана для влияния на процессы в Кавказском и Центральноазиатском регионах. Отсутствует четкое понимание, каким образом использовать цивилизационный и геополитический потенциал страны для укрепления своего положения и выстраивания устойчивых отношений с ключевыми игроками региона. Иранская политика в этом смысле носит черты растерянности и пассивности, что отчасти связано с историческими решениями, такими как передача части территории Ирана Турции для создания сухопутной связи с Нахичеванью во времена Реза Шаха Пехлеви, известный как «Палец Ататюрка». Этот факт символизирует долгую историю неспособности Тегерана адекватно оценить и защитить свои геополитические интересы в большой игре великих держав. Таким образом, последние события на Южном Кавказе и в Центральной Азии следует рассматривать как результат многовековых процессов и стратегических просчетов Ирана, который ни в эпоху монархии, ни в период Исламской республики так и не выработал собственного последовательного и действенного плана по региональному влиянию. Эта политическая пассивность открыла путь для усиления позиций других игроков и значительно ограничила возможности Тегерана в формировании будущего региона. Но что особенно примечательно, практика показывает, что любой договор рано или поздно может быть нарушен, независимо от того, кто выступает гарантом. Яркий пример – Будапештский меморандум 1994 года, по которому Украине были предоставлены гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия. Однако эти гарантии не сработали, когда столкнулись с жесткой политической и военной реальностью. Именно поэтому, несмотря на дипломатическую передышку, Армения должна использовать это время для системного укрепления своей армии, развития оборонных технологий и экономической базы. Мирное соглашение открывает окно возможностей, но его прочность напрямую зависит от способности Армении эффективно защищать себя и быть экономически самодостаточной. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Южного Кавказа. Спасибо за ваш просмотр.